У меня ни за что не поднимется рука выбросить коробку от телефона. Они сделаны из крепкого картона и могут стать основой для очень милых шкатулок. Вначале я отдираю слой бумаги изнутри, чтобы утончить стенки. Затем я покрываю и крышку, и дно акриловым грунтом. Верхний слой очень гладкий, и если окрасить поверх него, краска не ляжет нормально и может слезть впоследствии. Хотя сначала я удалила только слой верхней гладкой бумаги, уже после нанесения грунта я решила утончить стенки еще, а потому чуть смочила водой и удалила еще слой, чтобы после окрашивания крышка легко могла надеваться на нижнюю часть и не застревала из-за увеличения толщины стенок. Затем снова покрыла грунтом крышку изнутри. Теперь акриловая краска. Я использую силиконовую лопатку и кладу тонкий слой, не особо стараясь сделать ровно, потому что потом буду еще окрашивать, создавая фактуру. Это просто основа. Но в самом центре крышки мне нужна абсолютно ровная поверхность. Поэтому я кладу один слой, после высыхания зачищаю его шкуркой, и затем еще слой, чтобы цвет был глубоким, а поверхность ровная. В центре крышки я приклею фрагмент салфетки. Просто кладу его на нужное место и наношу сверху клей ПВА. Двигаюсь от центра к краям. Это важно, потому что от клея салфетка чуть растягивается. Воды пока не добавляю. Когда салфетка наклеена, чуть смачиваю кисть в воде и легкими движениями окончательно расправляю салфетку. Если вы пока не уверенно чувствуете себя в декупаже, можете использовать метод файла. Когда салфетка окончательно высохнет, покрываю ее лаком из баллончика. Можно использовать и акриловый лак. Теперь приступаю к декоративным элементам. Развожу в воде гипс примерно 1 к 1. Когда-то я приобрела силиконовую форму для создания декора, и сейчас ею воспользуюсь. Растворяю как следует гипс и заливаю в форму. Прохожу палочкой, чтобы удалить пузырьки и заполнить все пустоты. Гипс высох. Вытаскиваю лепестки из формы. Большой сломался в самом узком месте. Обрезаю по контуру, чтобы край узора был ровным. Также и вторую деталь. Вначале я обрадовалась, что она вышла целиком, но когда я стала обрезать по краю, она все же сломалась. Теперь приклею готовые элементы на крышку. Смазываю пространство вокруг цветка клеем ПВА.
Укладываю на нужное место гипсовые фигурки и прижимаю их. Оформлю и нижнюю часть. Прочерчиваю линию на том расстоянии, на которое крышка не будет доставать до дна. Отмечаю середину. Линию провожу по всему периметру. Вновь наклеиваю гипсовые элементы на ПВА. Остальное пространство заполняю смятой салфеткой. Я использую нижние слои салфеток, которые остаются у меня при занятии декупажем. Можно использовать любые дешевые салфетки. Сминаю их, смачиваю водой и добавляю клей. Также приклеиваю элементы и на торцах коробки. Вот что получилось в итоге. В некоторых местах на гипсе все же есть выемки, и я заполняю их белой акриловой краской. Воды не добавляю, использую густую краску. Теперь беру строительный песок и пропускаю его через сито. Я специально взяла самый мелкий, какой только смогла найти. Он у меня лежит довольно давно, поэтому уже появились комки. Но даже свежий не помешает пропустить через сито. Вот, он получается чистый и очень мелкий. Перехожу к окрашиванию. Я начинаю с белой краски у самого цветка. Хочу сделать плавный переход от белого к цвету, чтобы цветок не потерялся на цветном фоне. Постепенно добавляю цвета. Добавляю воды и убираю следы от мазков.
Окрашиваю гипсовые цветы. В краску добавляю побольше воды, чтобы густая краска не заполнила углубление и не замазала рельеф. Теперь я смешаю краску с песком. Таким образом создам особую фактуру. Этой смесью окрашиваю крышку полностью. Кладу немного смеси на цветы, но очень легко. С одной стороны, чтобы они не выделялись гладкостью на шершавом фоне. С другой стороны, слежу, чтобы песок не попал внутрь и не забил рисунок. Сделаю несколько мазков с песком близко к цветку. Опять же, чтобы не было резкого перехода от фактуры к гладкой окраске. Смесью краски и песка окрашу и боковины крышки. Точно так же окрашиваю цветок с другой стороны. Также поступаю с нижней частью будущей шкатулки. Вначале окрашиваю разбавленной краской гипсовые элементы, затем краской с песком фон. Очень легко, с большим количеством воды окрашиваю верхнюю часть. Здесь нельзя класть толстый слой краски, так как в этом случае может не налезть крышка. Сверху крышка полностью окрашена. Нижняя часть тоже почти готова. Далее я взяла сухую губку
и чуть белой краски. Я едва касаюсь поверхности шкатулки, оставляя небольшие белесые следы. Прохожу губкой по всей крышке и по всей нижней части. Теперь беру темную краску и сухой кистью делаю как бы крапины тут и там. Прежде чем заняться внутренней поверхностью, покрываю декорированную часть лаком. Внутреннюю часть шкатулки, и крышку, и нижнюю часть я просто окрашиваю темной краской. Вновь лак и снаружи, и изнутри. Я использую аэрозольный лак, но можно и скорее даже лучше использовать акриловый. Шкатулка готова.